Добрый день, дорогие близнецы! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И в этом выпуске я расскажу ваш гороскоп на ноябрь 2023 года. Поэтому, дорогие близнецы, присаживайтесь поудобнее, я буду рассказывать. Дорогие друзья, если же вы смотрите мой канал впервые или регулярно пропускаете уведомления, пожалуйста, подпишитесь, поставьте колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых выпусках и для того, чтобы их не пропустить. Так вы будете все получать вовремя и видеть, что нового случилось на канале, потому что после этого гороскопа я опубликую большое видео про близнецов, о вашем знаке зодиака, полное описание, характеристика, плюсы, минусы, где бывает сложно договориться, где бывает сложно себя понять. Для чего? Для того, чтобы вы просто лучше себя понимали свой знак и каково это жить по близнецовскому солнцу, быть оригинальным близнецовским классным знаком зодиака и нивелировать все трудности, которые случаются с вами по жизни. Это будет после, ну а пока, дорогие близнецы, ваш гороскоп на ноябрь 2023 года. Дорогие близнецы, не хочется мне вас огорчать и говорить, что это будет один из сложнейших месяцев в 2023 году и даже в 2022 году. Но, наверное, он будет на самом деле сложным, потому что аспекты складываются вообще не в вашу пользу. Да? Что касается работы, в карьере, в делах, в бизнесе, да, то, конечно же, коридор затмения, который случился в октябре, он наложил определенный мощный фон на вашу жизнь, на вашу работу. Очень сложно будут получаться проекты, новые проекты, будет как-то происходить нестыковка, да, будет не хватать терпения, будет такое ощущение, будто бы все сговорились сделать, наоборот, все против, да. Поэтому на этот ноябрь запаситесь терпением. Первая неделя ноября до 8 числа будет сложноватой в плане того, что захочется все бросить, захочется все уйти, и это будет переходить в такую мощную агрессию, да. Вторая же неделя ноября будет чуточку попроще, но я не скажу, что прям очень сильно проще. Во всяком случае, работа, которую вы будете делать, она будет даваться с таким вот прям с трудом. Вторая неделя ноября, да, то есть там ваш главный управитель будет в квадратуре с Сатурном, который как раз-таки развернулся. Да, дела будут идти, но очень медленно, да, то есть дела старые, либо же новые. По крайней мере, в первую неделю ноября новые дела запустить будет очень сложно, да, еще как-то завершить старые, окей, да, а новые внедрить вот прям очень сложно. Вторая неделя ноября в работе очень тяжело будет идти, но будет идти через труд, через терпение, через усердие, через силу воли, я бы так сказала, да, потому что по-другому никак это не назвать, другие аспекты, я бы не сказала, что они очень сильно помогают, да, то есть если вам что-то очень нравится, есть внутренняя сила, да, запускайте все то, что давно хотели сделать, делайте, реализуйте, но это будет идти очень сложно. Сложно, но зато фундаментально, да, потому что Сатурн развернулся, и он как раз-таки будет давать энергию, которая, будет строить на века, да, то есть если что-то строите такое большое, глобальное, мощное, с прибылью, да, вкладывать в финансы, в принципе, можно, да, в принципе, можно в ноябре, нормальное для этого время, не первую и не вторую неделю ноября, а в третьей и в четвертой неделе ноября, в третьей неделе ноября оптимальная, потому что четвертая неделя ноября, сейчас еще расскажу, она будет достаточно непростой. Самое благоприятное время для работы для вас, товарищи близнецы, третья неделя ноября, как раз таки с началом нового лунного цикла с 13 ноября и по 23 ноября. Хорошее время для работы, для вложений, для внедрения проектов, проекты, которые нравятся, красивые, эстетичные, проекты творческие, в том числе тоже хорошие эмоции, хорошая энергия, будет как раз-таки сила на эти проекты, да, потому что
вы будете плавно подходить, к тем моментам, которые вы не реализовали в коридор затмений. Вот они как раз-таки появятся в 3-4 неделе ноября. То, что вот не сделали в коридор затмений, и именно вот кармичные ваши задачи вы начнете воплощать, но они не дадутся очень легко. Будет сложновато, я вам так скажу. Будут какие-то вот такие вот моменты. Одна из сложных недель — это последняя неделя ноября, да, с 24 и по 30 ноября. Момент, когда будут недомолвки, недопонимания, когда будут какие-то скелеты в шкафу, недоговоренности, обман, ложь. Поэтому отслеживайте все то, что вы подписываете, обязательно проверяйте, перепроверяйте. Зато те моменты, которые будут попадаться, будут случаться с вами в этот период жизни, они как раз-таки помогут, несмотря на то, что они будут не очень приятные, они будут помогать решать вам кармическую реализацию, да, то есть направлять вас как раз-таки на тот истинный путь, куда вам нужно идти, потихоньку-то корректировать ваши движения. Не надо прятаться, не надо впадать в жертву. Конечно, желание впасть в жертву и сказать: я устал, я не могу, будет очень сильно. Нет, терпение, еще раз терпение, потому что следом придет декабрь месяц, и декабрь месяц он будет вот прям гораздо лучше. Все дела пойдут гораздо быстрее, проще, стабильнее. В работе появится стабильность. Да, меня просят деловые люди, кто работают, гороскоп на несколько месяцев вперед, поэтому сейчас записываю аж на декабрь, чуточку вскользь расскажу, для того, чтобы вы спланировали вот до конца 2023 года, да, то есть объемно такую историю, чтобы допланировали год, потому что следующий гороскоп у меня уже выйдет на 3 месяца вперед, сразу на всю зиму для вас, дорогие близнецы. Конечно, помесячно тоже буду выпускать, потому что кому-то не нужен 3-месячный, кому-то нужно каждый месяц стабильно получать свою дозу энергии и кайфовать от этого. Остановлюсь немножко на декабре. В декабре, первая неделя декабря, идеальное время для работы, просто прекрасно. Все, что хотели, будет получаться. Пиар, продвижение, работа в команде, уйдут вот эти какие-то глупые задержки, нестыковки, планомерность, прекрасное время в договорных отношениях, в документах, никаких подлогов, никаких таких переживаний, уйдет вот эта нотка агрессивности, да, потому что все-таки коридор затмений в октябре задал тон вот этой агрессивности, и здесь сложно, конечно же, сразу успокоиться, потому что мы с вами все живые существа, и мы, естественно, все реагируем, да, поэтому в декабре станет прям совсем хорошо. Нептун развернется, уйдут вот эти вот все обманы, переживания, прошлые истории, недоговоренности, скелеты в шкафу, и уже станет гораздо спокойнее, уйдет внутренняя тревожность, да. И что хочу сказать, до нового лунного цикла в декабре, который начнется, да, прекрасное время работы. До 13 декабря прекрасное время работы, все в денежных знаках, работать, коммуницировать, общаться, договариваться, внедрять все, что хотелось, доставки, поставки и тому подобное. Первые 2 недели декабря идеальное время для работы в этом году, да. Что касается вторых, последних дней уходящего года и декабря и тому подобное, ну, здесь у нас наступает ретроградный Меркурий, ваш управитель, как говорится, дорогие мои любимые близнецы. С 14 декабря он переходит в ретроградное движение. И что здесь? Здесь, как обычно, когда все стоит на месте, нестыковки, сбой поставок, нас никто не понимает, мы не понимаем этот мир, остановить планету, я сойду. Поэтому, дорогие близнецы, понимайте, если вы хотите классно завершить этот год, намечайте все максимум до 13 декабря. Потом получить свою прибыль, выручку, поставки, доставки будет очень сложно. Будет, я бы так сказала, нереально, да. Ну, с задержками. Ретроградный Меркурий продлится как раз-таки у нас, застанет первую неделю январских праздников.
поэтому, естественно, все разговоры и переговоры уже будут потом в январе, но уже, как говорится, момент упущен, да, потому что максимальная прибыль получается в декабре. Поэтому, дорогие близнецы, вот это про бизнес рассказала. Сейчас еще расскажу про деловую, про любовную сферу. Вот. Любовь, отношения, брак, свидание, романтика. Все это, дорогие близнецы, на ноябрь месяц история такая довольно-таки сложная. Первую неделю, во всяком случае, будет отягощать, казалось бы, и прекрасное время для стабильных отношений, для романтики, но там же будет настроение, не спорится работа, поэтому злость, агрессия будет переходить в любовную сферу однозначно, и этим будет затруднять, как говорится, жизнь, да? Построить новые любовные отношения. Хорошая история, которая начнет складываться буквально со второй недели ноября. Одинокие близнецы, свидания, романтика со второй недели ноября прекрасное для этого время, потому что работа будет не спориться, не захочется очень долго чего-то там трудиться, захочется как раз-таки уйти в любовь, в лямур, и прекрасное состояние. Неделю провести в свиданиях, в романтике, погрузиться в такой любовный флер. И это хорошо, на самом деле. Почему нет? Подводных камней здесь не вижу. Встречайтесь, проводите прекрасное время, потому что очень много дней в уходящем 23-м году заберет работа. Работа будет основным и очень важным, работа, пиар, поэтому недельку посвятить семье, любви, романтике, знакомствам, встречам, это очень даже хорошо. Поэтому используйте это время, не упускайте его. Хорошие возможности, хорошие люди будут попадаться, встречаться и тому подобное. Это вторая неделя ноября. Третья неделя ноября точно так же прекрасна для встреч, знакомств и романтики, но здесь уже будет накладывать определенный фон работы, и она будет занимать свое место по праву, и, конечно же, все настроение уйдет в реализацию, и это хорошо. Работайте, зарабатывайте деньги, реализуйтесь, реализуйте свое творческое начало. Это для вас очень хорошо, для вас это, близнецы, необходимо. Что касается сферы обучения, коммуникации, различных выставок, мероприятий, то, конечно же, в первой неделе ноября будет с этим, по крайней мере, сложно. То есть, если образование будет, я бы так сказала, здесь вариант сдать или не сдать, например, какие-то экзаменационные работы, да, но с точки зрения поездок, здесь история такая, не очень приятная, потому что потерять в поездках можно очень много, поэтому я вам советую в первой неделе ноября, дорогие близнецы, воздержаться от поездок, потому что может произойти разные истории с документами, с кражами и тому подобное, поэтому здесь, конечно, лучше первую недельку ноября не ввязываться ни в какие авантюры, да. Лучше отложить экзамены на попозже. Вторая, третья неделя ноября прекрасно для экзаменов, для сдачи, для обучения, для поездок, для получения новой информации. Она будет идти, во всяком случае, легче. Она не будет идти с таким, я бы так сказала, надрывом и сложностями, да, то есть не заберет. То есть можно, конечно, попытать счастье с экзаменом в ноябре, в начале, но заберет очень много сил. Можно подождать недельку и сдать, например, чуточку попозже, если, конечно, есть такой вариант, да, чтобы не было вот. Есть дни, когда можно много отдать энергии этому, а есть дни, когда спокойно зашел, сдал и вышел такой счастливый и довольный. Да? Поэтому для того, чтобы поберечь свои нервы, конечно же, благоприятное время для экзаменов, для поездок, для коммуникации – это вторая и третья неделя ноября.
Дорогие мои любимые близнецы, это был ваш гороскоп на ноябрь 2023 года. Месяц, который не скажу, что будет для вас легкий, будет сложноватым, будет эмоционально тяжело в связи с событиями, которые складываются в мире, активные политические, военные события, да? Еще и коридор затмений здесь дает, естественно, свою долю внутренней душевной эмоциональности, да, и накладывает вот этот фон. Разворот больших планет, высших и социальных, дает, конечно же, такое внутреннее мощное напряжение, да. В условиях этого всего еще и необходимо развиваться, да. Особенно если вы близнецы, которым 35, 36, 37 лет, вы стоите на пороге как бы смены своих кармических узлов, да, то есть в вашей жизни начинают меняться ориентиры, начинают меняться приоритеты, и вы встаете свой на более осознанный такой путь развития, да, поэтому становится сложнее вдвойне, да. Естественно, те люди, которые родились в 80-х и в начале 90-х, это те люди, у которых, ну, я скажу, в натальных картах очень мощный и сильный Плутон, то есть, да, ребят, мы родились с вами в век больших трансформаций, и наша с вами главная задача трансформироваться, жить, реализовываться, строить реальность, создавать семьи, расти детей, воспитывать себя, детей, да, в это сложное нестабильное время. То есть наша главная задача каждого реализоваться вот в этом вот во все. И поэтому ноябрь не самый простой месяц для реализации, но ноябрь это однозначно месяц, дорогие близнецы, который принесет те самые сложные уроки, которые необходимы для прохождения, ну, таких сложных этапов жизни, да, поэтому с мудростью подходите ко всем ситуациям, которые будут случаться в вашей жизни. Они будут разные. В ноябре захочется бросить все, расстаться, поругаться, обнулиться, бросить работу, уйти в никуда, бросить семью, уйти в никуда, отношения, поругаться с друзьями. Очень сильно захочется это сделать. Но развернется Уран в январе и захочется пожалеть об этом, да, то есть Уран уже как бы в ноябре, в середине ноября такой прям тормозит и говорит, ну что, кто обнуляется, кто собрался в порыве страсти, такой пылающей агрессии все бросить, кто хочет отказаться от всего, да, поэтому здесь не ведитесь на провокацию, понимайте, что для вас важно, дорогие близнецы, потому что вы тот знак, который в порыве страсти может от всего отречься, не надо так делать, помните, что для вас есть важно, и сложный близнецовский знак, вам очень сложно проходить такие тяжелые жизненные пути, задачи, да, гораздо проще взять и сказать, ай, да все будет, как-нибудь переживем. Понятно, оптимизм это хорошо, но понимайте, что необходимо немножко приземленности для того, чтобы решить что-то сложное. Понимайте всю суть и понимайте всю ответственность. Это было главное напутствие для вас, дорогие мои любимые близнецы. Люблю вас всем сердцем. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И, конечно же, если у вас есть вопросы, оставляйте их здесь в комментарии под видео. Если же вы не хотите, чтобы эти вопросы видели все те, кто смотрят меня, а их с каждым месяцем становится все больше и больше, то ссылки в шапке профиля, ссылка на мой сайт. Переходите, записывайтесь на консультацию. Будем говорить с вами лично и индивидуально, сколько вам это нужно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я рада, если была полезна. И увидимся с вами в следующем ролике.